Okay. It's my special pleasure to introduce our last speaker, Professor Andrei Россиус, and I think that's a nice point to have to return to tragedy after a day of comedy. And my pleasure to introduce Professor Andrei Россиус, who is Senior Research Fellow at the Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences. His field of interest includes ancient Greek philosophy, in particular Plato and the Stoics, Hellenistic literature. His Doctor of Sciences dissertation was a study on the poem of Aratus, problems of transmission of classical texts, and in recent years he has focused upon the humanistic tradition, being deeply involved into the international project on the legacy of Giordano Bruno. He made a lot of translations and commentaries of various sources, from Theophrastus and Simplicius to Leibniz and Nietzsche. Please. This sounds exactly as a characteristic of a very like-minded person. Я надеюсь, что доклад мой будет краток, потому что я хочу прежде всего просить прощения за различные эксцессы, произошедшие со мною, ибо в чем даже нет нашей воли, все равно предотвратимо, если все делать заранее. И так как английский текст у меня вышел неизбежно существенно менее подробным, нежели русский, то я буду стараться адаптироваться к первому из них, но позволю себе в нужных местах все-таки сказать то, что я не успел отразить в удобочитаемой форме английской. Итак, конечно же, почти невозможно сказать что-либо новое о любом из текстов, которые так или иначе я попробую рассмотреть сегодня. Но есть один аспект, который не очень всегда явно выступает в различных трактовках данной материи. Потому что если мы говорим о Платоне как критике в разных смыслах этого слова, критике поэзии, то есть ее анализаторе, теоретике, а также критике и спровергателе, то это делается главным образом в совокупности и будучи подчинено Платоновым построением в области политической философии, а также метафизики души, Платоновой психологии, и самостоятельной роли не. С другой стороны, ежели мы с другого боку затронем этот вопрос, то речь обычно идет о взглядах Платона в тени Аристотеля, потому что Платон не оставил нам внятной теории литературоведческой или какой бы то ни было еще теории трагедии, а Аристотель, наоборот, оставил самую влиятельную в истории, которая и до сих пор продолжает нас всех радовать. И, соответственно, естественно, посмотреть, как соотносится то, что говорит Платон, с тем, что говорит Аристотель. Но, ежели попытаться, тем не менее, выделить нечто, что говорит, что думал сам Платон по поводу, в данном случае, механизма воздействия трагедии, так как речь идет у нас о драме, здесь а не о всякой поэзии, то интересно сосредоточиться именно на этой стороне дела. И Платон на самом деле, конечно, не мог бы выдать ни одной из своих трактовок поэзии. Поэзии для него существует несколько видов, из которых главнейшее может быть эпическое, но Гомер, да, отец всех трагиков, поэтому и тут соответствующую тоже
сделал. Ну и далее, конечно, идет поэзия трагическая, ибо невозможно было в то время не чувствовать ее значимости. И Платон бы ни одной из своих трактовок, которые отчасти противоречивы по отношению друг к другу, отчасти же сочетаются самым наилучшим образом, не мог бы выдать, ежели бы у него все-таки не было некой связанной системы взглядов на этот счет. Но вот эту систему, тем не менее, надо вычленять по кускам, иначе ничего у нас не получится. И я лишний раз подчеркну некоторые вещи, давно известные уже. Так вот в апологии уже, который уж как ни верти, ранний текст для Платона, он подчиняет все поэтическое творчество строгой дихотомии рационального и иррационального начала. Он говорит вот в контексте, который я привожу, 22-83, мне почти что стыдно говорить это, но придется сказать. Сочинители творят не в силу знания, а по некоему природному дарованию и вдохновляясь, как вещуны и гадатели. Те тоже говорят много хорошего, однако о своем предмете ничего не знают. Интересно, что слово «софия» здесь имеет фактически техническое значение. Да? То же самое, что мы привыкли видеть в слове «техно». И это совершенно очевидно из контекста, типично сократического, который следует чуть ниже, а именно, когда Сократ в своих поисках знания доходит до последней категории его интересующей, ремесленников, то он видит, что у них этой Софии больше, чем у поэтов. Ал эпистента хаево ук эпистамен кай мутауте софотеро эсам. Они, оказалось, что знали нечто из того, что мне было неизвестно, и в этом отношении, а может быть даже и в этом ремесле, тауте, были искуснее меня. И на первый взгляд все это имеет мало отношения к трагедии, но сформулированный уже здесь взгляд на поэзию в первую очередь исполняемую, перформативно, и, соответственно, в первую очередь поэзию драматическую, как на предприятие иррациональное, а на поэта как на почти что бессознательного посредника, этот взгляд лежит в основе и всех зрелых воззрений Платона на социальную роль поэзии, как эти взгляды излагаются в государстве, а также и в основе сопровождающего неявно учение о влиянии трагедии на слушателя. Рапсод Ион, эпоним соответствующего диалога, легко соглашается с Сократом в том, что, коль скоро он, по собственному признанию, не чувствителен к иным поэтам, нежели к Гомеру, то он и не способен и последнего также, то есть самого Гомера, истолковывать техне кай эпистеме, то есть ремеслом, мастерством и знанием. В противном случае, естественно, из этого следует логический вывод, он был бы способен рассуждать о всех поэтах вообще, ибо поэтическое искусство есть нечто целостное, и, соответственно, владею мастерством и знанием,
ему бы не составило труда и по поводу любого другого поэта сказать то же самое, что про Гомера. И тот вывод, который немедленно можно сделать и который в конце концов из этого делается в диалоге, он довольно странен на первый взгляд, да и не на первый тоже. И то, что он совершенно, вывод, скажем так, не тот, что естественно просится на ум, вывод в своем роде неестественный, и он и указывает на то, что, видимо, рассматривать дело именно таким образом было важно для Платона, чтобы создать предпосылки для дальнейшего теоретизирования. Итак, вот что говорится в этом отрывке, говорит Сократ. Поскольку, стало быть, они сочиняют и говорят много хорошего о вещах, про которые пишут, точно, как и ты говоришь о Гомере, не на основании искусства, но по божественному промыслу, следовательно, каждый способен сочинять одно лишь то, на что сподвигла его муза. Один дифирамбы, другой энкомий, тот гипархемы, этот эпические поэмы, а иной ямы. Впрочем же, каждый из них слаб. Ведь они говорят это не на основании искусства, но движимые божественной силой, так как если бы они умели на основании искусства говорить об одном, то умели бы и обо всем остальном. Что же мы здесь видим? Что выходит, что поэт заведомо узкий специалист. И согласно этой теории, поэт не может быть специалистом сразу в 2-3 жанрах. Но есть сколько угодно свидетельств о том, что на деле-то один и тот же поэт прекрасно мог свои таланты упражнять в самых разных областях поэзии. Не только поэт, но и исполнитель. Есть интересные свидетельства, в том числе эпиграфические, относительно амплуа актеров. Когда про одного и того же актера известно, что он выступал в одном случае в трагедии, в другом случае в комедии. И достаточно вспомнить, что трагический поэт сам был обязан уметь сочинять сатировую драму, помимо всего прочего. Если мы дальше посмотрим этот контекст, то важно, какой делается вывод из этой специализации. Продолжает говорить Сократ. Поэтому-то божество, отнимая у них ум, пользуется ими как прислужниками, и ими, и божественными вещунами и гадателями, дабы мы, слушающие, знали, что не они, те, кто лишен рассудка, говорят такие стоящие вещи, но говорит само божество, используя их, чтобы обратиться к нам. Вот такая последовательность интересна рассуждений, что и он дает повод Сократу, так сказать, вычленить своим признанием, что он способен интерпретировать только Гомера, вычленить некое мастерство и знание, которое при условии общности поэтического материала должно быть пригодно к любому поэту, а из этого поневоле делается строгий вывод о том, что поэты могут быть только узкоспециализированными. Дифирамбический поэт не может быть трагиком, энкомиаст не может быть дифирамбистом, вопреки общеизвестным фактам, потому что Пиндар был превосходен в обеих этих ролях.
Ну, наконец, сам Платон знаменит в контексте изображает Сократа, который заставляет, да, видимо, это нетривиальная мысль для них, предполагается, заставляет их признать, что тот, кто является поэтом трагическим по мастерству, по искусству своему, техне, он должен быть также и комическим поэтом. Том техне трагоду пойон, он такай комодо пойон эйной. Это в речи Алкивиада. И синтаксис показывает, что тут имеется смысловой акцент на этом техне. Том техне трагоду пойон, то есть тот, кто мастер трагедийного дела, а не просто так написал трагедию, вот он должен быть и комедиографом. И это ударение не случайное, потому что когда в государстве Платон делает свой первый подход к проблеме поэзии, то именно это соображение дает ему основание для неодобрения попыток одного и того же лица да, что-то предпринимать в обоих жанрах драматической поэзии. Эпей пу удета докунта энвюс аллелон эйне дюомимената дюнантай хой аутой хама эумимейсткой. Ходион комодиан кай трагодиан поюдес. И соответственно, те, кто пытаются да, в двух видах подражания что-то совершать, одни и те же, вот, то не так это у них хорошо выходит. Одни и те же люди, переводя буквально, они не способны делать оба дела одинаково хорошо. Но пока мы еще остаемся в диалоге Ион, здесь Платон нуждается именно в этом подчеркивании поэтической специализации для того, чтобы то, что уже он успел сказать выше, разъяснить подробнее и подчеркнуть этот весьма нетривиальный факт, который имеет самое непосредственное отношение к механизму воздействия трагедии, а именно успешный поэт, коль скоро успешный поэт обязан практиковать только один жанр, то тогда муза нуждается в особом отдельном медиуме для передачи, так сказать, того, что должно быть передано слушателю из божественного источника в каждом отдельном поэтическом жанре. В некотором смысле получается так, что неспособность к рефлексии этого медиума, то есть поэта, является гарантией достоверной и адекватной передачи вот этого самого божественной вести. И именно эта особенность есть необходимое условие для того, чтобы обеспечить исключительную эмоциональную вовлеченность поэта-исполнителя и исполнителя драмы для
того, чтобы он мог эту вовлеченность сообщить и передать дальше и слушателю. Когда я исполняю что-либо жалостное, у меня глаза полны слез. А когда страшное и грозное, волосы встают дыбом от страха и выскакивают из груди сердца, говорит Ион. И стоит заметить здесь, что, конечно, не раз уже и замечали, что оперирует здесь Платон теми же самыми, в общем-то, эмоциональными категориями, описывает те же эмоциональные состояния, и Аристотель в соответствующем знаменитом пассаже из поэтики. Ну, не хватает только здесь Элиоса, сострадания, но все дело в том, что можно было бы показать, только это займет много времени, что контекстуально это тоже присутствует. Вот так. И интересно, что дальше то же самое Сократ заставляет сделать следующее признание своего собеседника, что именно это бессознательность действия поэта, его неразумие, оно и обеспечивает возможность сообщения того, что он должен сообщить, этого божественного, так сказать, конечному адресату. Знаешь ли ты, что и большинство своих зрителей вы приводите в то же самое состояние, говорит Сократ. Прекрасно знаю, потому что я каждый раз наблюдаю за ними сверху, с подмостков, видя, как они плачут, испуганно глядят и все поражаются рассказу. Мне ведь надо очень внимательно следить за ними. Если я заставлю их плакать, то про себя посмеюсь, получить деньги. А если смеяться будут они, плакать, лишившись денег, придется мне. И, так сказать, хотя это находится в некотором вроде бы видимом противоречии с предполагаемым неразумием этого поэта, однако же на самом деле просто-напросто здесь подчеркивается другая сторона. Другая сторона в данном случае артистической психологии, что, как известно, актер способен, нисколько не снижая искренности своего эмоционального накала, тем не менее наблюдать за происходящим как бы со стороны и осуществлять действия такого практического разума, а вовсе не этического, высокого и метафизического разума, который способен охватить существо того, о чем говорится. И вот таким образом мы приходим к очень интересным результатам, что хотя все это Сократу-то надо для того, чтобы показать этическую несостоятельность поэзии, и хотя Платон постоянно настаивает на том, что критерием-то оценки полезности и ценности поэзии может служить исключительно воспитательная, практическая, утилитарная ее ценность, тем не менее очень многие интересные моменты будущей трагедийной теории, в том числе той, которую мы знаем у Аристотеля, здесь уже проскальзывают. Вот это сильные эмоции, которые сообщаются, это иррациональность поэтического действия. И естественно, что Сократ сам относится к этому крайне неодобрительно, и вот
он говорит, и это повторяется потом и в ряде других тоже диалогов с неодобрением, что когда зритель театрального представления охвачен божеством, которое движет душами, тянет души людей в любую сторону, в какую ему пожелается, то люди совершенно как карибанты вверяют себя, подчиняют себя тому Богу, который ими овладел, и для рациональной мысли не остается никакого места. Ну и естественно, что все эти соображения, они делают более понятным первое обращение к поэзии в государстве Платона, которое в силу его, так сказать, растянутости, оно вообще менее внятное какое-то, чем второе. Он в значительной степени повторяет все то, что говорилось в Илоне, но с рядом важных оттенков. Прежде всего, конечно, здесь надо вспомнить о том, что сам философ обладает некими особенностями, схожими с особенностями поэта, а именно, как мы знаем, из Федра и из того же Пира, он способен быть подвержен той же самой тхейя-мании, божественному безумию, и, кроме того, он способен его и сообщать людям, как вот из приведенной здесь цитаты из той же речи Алкивиада явствует, что поразительным образом Сократ способен производить в действиях в умах своих слушателей почти тот же эффект, что трагический поэт в душах своих. В чем разница? Разница нам показывает самым внятным образом один контекст, который делает понятными потом и множество других намеков. Это контекст из Филиппа, где 44c, где идет Сократ опровергает теорию Филиппа о том, что, так сказать, удовольствие есть противоположность боли, и рассказывает в данном случае о прорицателях, которые определяют истину не благодаря искусству, не благодаря мастерству, а благодаря тому, что они обладают неким инстинктивным отторжением и презрением по отношению к любым силам удовольствия. И в удовольствии нет ничего положительного, нет ничего хорошего. И это дает этим прорицателям, которые столь же иррациональны, как и поэты, способность не отклоняться от истины. Здесь масса есть параллелей с воззрениями Ксенофонта и с тем, что мы находим у Платона в его позднейших сочинениях, прежде всего, особенно подробно в законах. Если мы помножим это самое воздействие Сократа таинственное на души своих слушателей, да, когда они перестают владеть своими эмоциями, на последовательный антигедонизм, то становится ясно отличие, где Сократ может находить может находить пункт, так сказать, опоры. И, соответственно, противоречия как такового здесь мы не наблюдаем. Ну что же, и
для того, чтобы быстро и сокращенно завершить, это небольшое рассуждение. Я напомню о, соответственно, втором подходе Платона к проблемам поэтического искусства, где на первый план совершенно эксплицитно выходит уже трагедия и ничто иное. И, как мы все помним, это происходит после того, как Платон развивает свою знаменитую метафизику души, трехчастная структура души, и, соответственно, и получается тогда, что драматическая поэзия есть имитация, подражание третьего порядка, изобразительное искусство третьего порядка, которое не способно воспроизводить ни непосредственно свой истинный предмет, ни первое его отображение, и она адресована не чему-либо, а чувственной части души, самой низменной части. Что здесь важно? Что воедино сходятся и очень складным образом все как раз прежние рассуждения о иррационалистском характере воздействия поэзии и прежде всего трагической. И любопытнейшее развитие потом всего этого мы наблюдаем в законах, но боюсь, что мне не дано об этом поведать. Спасибо. We're practically running out of our time of session, but I think we'll have time for one or two brief questions, if there are. Yes, please. Well, you know, in the Apology, Socrates talks about going to speak with poets, which he then essentially treated as tragedy. But he just says poets, and likewise in other places, you know, he essentially seems to treat tragedy and comedy as manifestations of the same thing, although by different types of people. So it struck me that a good example and a very interesting example of Plato engaging with drama is, in fact, there's a comedy at the central of the Apology in some. It's Clouds, and there's a lot of discussion about how it can be read and what its effects are, and what its influence are. It struck me that that was an example that perhaps was, I don't know, admitted, or would be interesting at least to think about as a real example of Plato engaging with drama. Да, значит, вопрос состоит в том, что когда Платон в апологии, Сократ в апологии говорит о том, что он пошел к поэтам, и тем самым как подразумевалось, да, что имеется в виду трагические поэты, хотя в действительности, с точки зрения профессора Уолсона, самое интересное место, действительно, которое стоит обсуждения, это то, что что главная тема в апологии такого конкретного взаимоотношения с поэзией и с драмой – это облака. Да, и, собственно, комедия и трагедия, судя по всему, для Платона предстают двумя сторонами одной медали, но, тем не менее, вот интересно, что самое реальное, что мы знаем, это об эффекте комедии. No doubt about this. And it was partly owing to the will of our host that I had to concentrate on tragedy and not on comedy and not on drama. And should I have done so, then perhaps I would have to limit whatever I said to that context, or maybe a couple of other examples from comic poetry, which one can find in those works. But what is interesting, that of course, neither in the Apology, nor in the Amen, nor in most other dialogue
dialogues. Only in the Republic and in the laws does Plato explicitly speak about tragedy. But the theory, in its most general form, which we find, it is of course a latent theory, it has to be reconstructed, but there are some striking traits which I try to, if not to build, just to point to them. It seems quite striking how well all this passes to the more mature formulation of his views on poetry, and in particular dramatic poetry, and then above all on tragedy, as he clearly perceived it as a very particular phenomenon capable of enrapturing the soul of